Хороший привет, дорогие мои зрители! Вот и пришло время снимать новогоднее меню. Я в зеленом, как новогодняя елка, огоньки есть и мини-тигр со мной. Все ж, давайте начинать. Сегодня я предлагаю приготовить очень простые, быстрые блюда, которые будут очень вкусными, но при этом не заставят вас слишком долго стоять на кухне. Ведь все же я хочу, чтобы вы встретили Новый год радостными, со светлой улыбкой на лице, а не измученными долгой готовкой на кухне. И начнем мы с очень легкого, нежного, сочного и вкусного салатика. 300-350 граммов отварного куриного филе нарезаем вот такими вот кубиками. У меня это маленькое филе, но вы можете использовать обычное большое филе. Филе я отварила в подсоленной воде, перекладываю его в миску. Слишком долго филе не варите, чтобы его не пересушить. И также один небольшой нюанс: вы можете дать филе остыть в том бульоне, в котором оно варилось, таким образом оно будет сочнее. 250 граммов консервированного ананаса нарезаю тоже таким же кубиком, как и филе. Перекладываем ананас к филе. Это очень вкусное сочетание. Последний ингредиент, то есть предпоследний ингредиент, это пекинская капуста. Отрезаем приблизительно 250-300 граммов. Вы можете использовать или только зеленую, или вот только эту белую часть, кому как больше нравится. Я люблю все, потому что вот это такая-то хрустящая, сочная, а это все-таки красивенькая зеленая. Тоже нарезаем таким же кубиком. Пусть вас не смущает такое маленькое количество ингредиентов, всего лишь 3, но поверьте, этот салат очень яркий, сочный, нежный и свежий. То, что нужно в новогоднюю ночь, потому что очень много будет пищи, и салатики должны быть разные, должны быть и сытные, и должны быть вот такие вот свеженькие. Перекладываем капусту в миску. По вкусу нужно посолить салат и, конечно же, заправить майонезом. Но лучше это делать ближе к подаче, там за полчаса, чтобы салат успел и пропитаться, но при этом не пустил слишком много сока. Первый салат почти готов. Для следующего рецепта я хочу сделать самодельные тарталетки. Для этого мне понадобится вот такая вот формочка для выпечки кексов и также лаваш. Лаваш я взяла вот такого приятного оранжевого цвета, чтобы все-таки все смотрелось чуть более нарядно. Но можно взять и обычный лаваш бежевого цвета. Я сделала 6 кусочков лаваша, и теперь нужно из них сделать какой-никакой, но круг. Пусть чуть неровный, ничего страшного. Теперь делаем надрезы, вот такие небольшие. И еще один. Теперь благодаря этим надрезам лаваш вот так вот легко вставляется в формочки, повторяя их форму. Теперь ставим в духовку, которая прогрета до температуры 180 градусов, минут на 7. За это время лаваш подсушится и зафиксирует форму формочки. Пока корзиночки из лаваша у нас запекаются, мы займемся другой закуской. Зачем же нам тратить бесценное время? Берем один большой огурец. Если они поменьше, то понадобится чуть больше. И дальше делаем вот такие вот продольные надрезы. Нож ставим под углом и вот так вот проводим. Ну, вы поняли, чтобы вырезать вот такую вот полосочку огурца. Пропускаем где-то 1,5 сантиметра и снова делаем еще такой надрез. Делаем такие вот канавки или углубления в огурце. Этот огурец можно, в принципе, сразу съесть, а можно использовать его для другого рецепта, который будет чуть позже. Вот эти вот очистки. Нарезаем теперь его на такие вот кружочки. В итоге он у нас получается не просто огурцом, а таким интересным рисунком. Берем 120 граммов крабовых палочек и очень меленько их нарезаем. Сначала на полосочки, потом на кубики. На мелкой терке натираю одно отварное яйцо. Сюда же натираю один зубчик чеснока. И натираем также один плавленый сырок. Его вес 90 граммов. Сырок можно слегка подморозить, тогда он намного проще натирается. Добавляем немного майонеза по вкусу. Перемешиваем. Можно также немножко подсолить. Берем 2 чайные ложки и формируем вот такие вот штучки,
кружочки. Поверьте, это очень вкусная намазка, беспроигрышное сочетание продуктов. Можно даже просто на багет намазать, и уже будет замечательная закуска. Украсить можно, как вам больше захочется. Я вот так вот немного выложу икры сверху. Ничего страшного, если она вот так вот небрежно рассыпается. Мне кажется, так наоборот даже симпатичнее выходит. Вот и второе блюдо готово. Швидко и ловко. Теперь продолжаем тот рецепт, для которого мы делали вот эти корзинки из лаваша. Они подсохли, вот такие они хрустящие получаются. На мелкой терке натираем 2 яйца. Яйцо немного посолим по вкусу и поперчим. Мелко нарезаю немножко зеленого лука. И теперь главное расстройство. Я открыла печень трески, специально покупала большую банку, 190 граммов. Но когда я ее открыла, я очень разочаровалась, потому что я вижу, что там такие маленькие кусочки плавают в огромном количестве жира. Я взвесила, в итоге у меня здесь всего лишь 57 граммов печени трески. Но я рассчитывала, что будет хотя бы 100, 110, 120 и остальное, понятное дело, что жир. И я задумалась, может вот сделать доброе дело, купить всю печень трески, открыть ее и показать вам разные марки, проанализировать, где больше жира, где больше печени трески. Если вам это нравится, то поддержите мою идею и пишите в комментариях, нужно это сделать или нет, будет вам это интересно или нет. Если вы поддержите эту идею в комментариях, то, конечно же, в ближайшее время мы сделаем такой ролик, и я уверена, это будет большая помощь всем в преддверии Нового года, потому что все же, ну не все, но многие покупают печень трески и надеются, что там ее побольше, а не сам жир. Теперь берем корзинку. На дно выкладываем немного салата, также немного вот такого зеленого сбоку, чтобы было красиво. На дно мы кладем салат, чтобы дать свежесть и при этом, чтобы тарталетка не размокла у нас. Вилкой разминаю печень трески, прям слезы, у меня совсем чуть-чуть. И теперь немножко, 1/6 часть, выкладываю сверху на салат. Зеленый лук разделяю на 6 приблизительно равных частей и 1 часть выкладываю сверху на печень трески. Яйца тоже разделяю на 6 равных частей, выкладываю сверху шубку яичную, немножко так вот утрамбую, немножко майонеза. И сверху кукуруза. Майонез нужен, чтобы кукуруза пристала. Ну и, конечно же, для вкуса. Куда без майонеза? Майонез все любят. Ну, не все, но многие. Также наполняем остальные корзинки. Я на дно кладу сейчас салат, а потом уже по бокам буду вставлять зеленый. Так намного проще будет сделать опять немножечко. Готово! Если же у вас нет желания или времени возиться с такой вот подачей этой закуски, то можно ее сделать в виде салата. Первый слой печень трески, дальше зеленый лук, по желанию можно майонеза немного, но я бы не делала, потому что печень трески и так очень жирная. Потом слой яиц, майонез и вот эта кукуруза сверху. И можно еще немножко салатика, листьев салатика. А также можно не заморачиваться с такими тарталетками и купить готовые в магазине. Для следующего рецепта я беру вот такой вот лист лаваша. Мне посчастливилось купить зеленого цвета лаваш, но если вам не удалось найти зеленый, то ничего страшного, на вкус это никак не влияет. Я беру творожный сыр, то есть сливочный сыр, выкладываю его на лаваш, и мне нужно распределить его максимально тонким слоем. Очень удобно делать лопаткой. Это даже не лопатка. Или лопатка для торта. Да, лопатка для торта, правильно. Теперь берем листы нори. Можно, в принципе, обойтись и без них, но с ними будет и вкуснее, и эффектней. Выкладываю. И здесь тоже. Так.
Все закрыли, все прикрыли, остатки можно съесть. Теперь вы можете выбрать, какая сторона у вас будет внешней. Или вот лист нори, то есть такая вот темно-темно-зеленая, или ярко-зеленая. Я хочу, чтобы у меня была ярко-зеленая внешняя сторона. Сюда снова выкладываю сливочный сыр. Скорее всего, мне одной банки сыра не хватит, понадобится где-то граммов 200-250 всего. Определяем сливочный сыр по всей поверхности нори. Если вы не будете использовать нори, то можно сразу же выкладывать начинку на сливочный сыр, на первый слой. А у меня двойной удар. И нори, и лаваш, и сливочный сыр, 2 слоя. Коврик отдыхает, а мы займемся огурцом. Нам надо совсем немного огурца, буквально несколько вот таких вот полосочек. Все, и нарезаем теперь тонко. Середину, в принципе, можно не использовать, потому что она слишком сочная, поэтому я ее съем. Немного желтого болгарского перца, чтобы в разрезе было все красиво, сочно, ярко. И вот эти хвостики я отрезаю, потому что, чтобы были ровные полосочки, так будет удобнее работать. Ну и немножко красного перца. Также беру маленький кусочек красной рыбы, засаливаю я самостоятельно дома. Вот по этой ссылочке вы можете посмотреть рецепт, это сухой посол. Теперь выкладываем рыбу, я ее не нарезаю вот таким вот толстым пластом, чтобы она в разрезе так красиво и смотрелась. Так, немножко огурчика, можно не весь, который нарезали. Смотрим, чтобы было не чересчур много огурца. Все по вашему вкусу. Делайте так. Ну и теперь перчик. Желтый. Выкладываем сверху немного сливочного сыра. При сворачивании рулета он заполнит все пустоты. И также будет еще служить фиксирующим таким вот клеем, если так можно выразиться. Теперь аккуратно скручиваем, стараясь скрутить плотно. Так. Готовый рулет заворачиваем в пищевую пленку и оставим хотя бы на полчасика, чтобы он немного пропитался и нам было проще тогда его нарезать. Теперь время картошечки, всеми любимой. Здесь у меня 500 граммов картофеля, и я его нарезаю на такие дольки. Все зависит от размера картофеля, где половинка, где вообще 1/6 часть. Закладываем картофель в кастрюльку, чуть мимо. Заливаем кипятком, и подсолим и варим до готовности. В картошку можно добавить лавровый лист и несколько горошин черного перца, чтобы картофель получился более ароматным. Пока у нас картошка варится, мы займемся овощной нарезкой. Свежий огурец нарезаю тоненькими кружочками. Аккуратно, чтобы не порезать предыдущий. Аккуратно выкладываем огурцы по кругу. Теперь берем помидоры и нарезаем их на половинки, или если у вас большие помидоры, то нарезаем дольками. Вот эту сердцевину, конечно, лучше удалить, чтобы она никого не смущала. Помидоры тоже выкладываем по кругу. По центру ставлю тарелочку с оливками черными. И тоже выкладываю помидорки, чтобы закрыть белое пространство, которое осталось. Вот так вот ярко, аппетитно получается. Овощи всегда нужны для хорошего пищеварения. Помидоры я зимой покупаю вот такие коктейльные. Это не черри, они чуть крупнее, и они всегда сладкие и вкусные. И огурец тоже получается найти вкусный даже зимой. Теперь давайте сделаем фруктовую нарезку, подрезаем дно груши, чтобы она стояла ровно.
насколько это возможно. И разрезаем на части. Я буду разрезать на 8 частей. Ставлю грушу в центр нашей композиции будущей. Очищенный мандарин разделяю вот так вот на дольки. В каждую мандарину вставляю по виноградинке. Вот такие получаются 3 разных цветочка. И выставляем на тарелку. Так уж красиво. Берем яблоко, разделяем его на половинку. Тогда на четвертинки вырезаем сердцевинку и вот так вот начинаем под углом прорезать не до конца. С одной стороны разворачиваем и с другой стороны. И смотрите, у нас выехала первая штука. Поехали дальше. Раз. Немножко подрезаем. 2, выехала. Ничего здесь сложного нет. 2 сделаете, на 3 уже поймете. Весь смысл. Все. Ну вы поняли, да? Как красиво. Раздвигаем. Чтобы яблоко не потемнело, смазываем его лимонным соком. И снова сердцевинку вырезали, положили его вот так вот удобно и поехали. Первый раз развернули, до конца дошли, чтобы встретились 2 надреза. Все, вышло. Два. Ой-ой-ой. 3 и последний маленький. Раз. 2. Все. Раздвигаем все лепестки, сбрызгиваем лимонным соком и выкладываем нашу композицию. То есть на нашу композицию. Теперь беру киви и вот так вот ножичком нарезаю его. Как это сказать? Вот так вот. Раз, 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 раз. Нарезаю вот так вот зигзагом. Делаю ему зубки. Большие клыки, а не зубки. Стараюсь прорезать до конца, чтобы потом оно легко открылось. Так, теперь пытаемся раскрыть. Нет, что-то не дорезала. Подрезаю. И раскрываю. Чик. Вот такие вот красивые штучки, цветочки. Экстренное включение. Картофель сварился, прерываем фруктовую нарезку, будем делать картошку. Здесь у меня небольшой пучок зеленого лука, мелко его нарезаю. Немного бекона, буквально 3 полоски, нарезаю. Все. Форму для запекания хорошо смазываю сливочным маслом. Заранее ставим прогреваться духовку до температуры 180 градусов. Картошку выкладываем в форму, немножко разравниваем, хорошенько посыпаем лучком зеленым. И беконом. Можно туда вот прям между картошечкой положить, чтобы он везде дал свой аромат и жирок. Как же вкусно пахнет! Так, аромат просто не устоять. Немного поперчим. И совсем немножко, граммов 50, сверху натру сыра. Как вы понимаете, с такой картошкой в принципе и мяса уже не надо. Здесь все есть. Я даже меньше добавила. Не в сыре счастье, как говорится. Здесь и так бекон есть.
Ставим в духовку минут на 10-15. Нам нужно, чтобы бекон пустил жирок, сыр немного подрумянился, и у нас получилась вкуснейшая картошечка. Ну что ж, экстренное включение закончено, картошка выпекается. Теперь вернемся к нашим баранам, то есть к нашей фруктовой нарезке. Аккуратно по краю снимаем крышечку граната. Вот так вот я еще делаю. Вырезаю вот эту часть. Тоже так вот снимаю этот слой, чтобы видно было доли. И там, где идут вот эти вот белые перепоночки, делаем неглубокие надрезы на кожице. И теперь гранат очень легко разделяется на такие вот дольки. С этих долек аккуратно очищаем кожицу. Выкладываем виноград. Так вот, чтобы красивше было. Так, можно использовать разный по цвету виноград, не только синий. Теперь выкладываем гранат. Киви. Так вот. Вы только посмотрите, какая красивая фруктовая нарезка получилась. Вот и картошечка подоспела, какая красота! И теперь время самого быстрого и самого простого основного блюда. Это не курица, это не утка, здесь все очень быстро и просто, это говяжьи стейки. Вы можете сделать их порционными или можете сделать вот такие большие куски, как у меня, и потом мы их нарежем тоненько, и будет просто во. Мясо у меня уже пролежало при комнатной температуре где-то часа 2-3, это нужно для того, чтобы оно внутри прогрелось. Таким образом оно у вас будет готовиться намного быстрее и равномернее, и вы не будете пересушивать его снаружи, пока оно еще внутри сырое. Вот здесь вот по краю идет пленка, я ее не обрезаю, потому что в вот этих всех пленочках всегда сохраняется весь вкус, но при жарке она будет стягивать мясо. Чтобы это не произошло, я делаю вот такие вот надрезы, чтобы мясу ничего не мешало жарится. Хорошо разогрела сковородку, прям до максимума. Наливаю немного растительного масла, выкладываю мясо. Мясо пока еще не солено и не перчено. Сразу же уменьшаю огонь. При высокой температуре мясо запечаталось. Теперь я уменьшила температуру и поставила таймер на 3 минуты. Получается, что обжариваем с каждой стороны по 3 минуты. Но, конечно, все зависит от толщины вашего стейка и ваших предпочтений. Кто-то любит мясо medium, кто-то любит, наоборот, medium rare, кто-то любит well done. Это уже по вашему вкусу. Пока мясо обжаривается с одной стороны, подготовим зубчики чеснока. Вот так вот я их вот так вот раздавливаю, чтобы они пустили больше аромата. Также я подготовила сливочное масло кусочками, и если у вас есть, можно использовать тимьян и также розмарин. Прошло 3 минуты, снова увеличиваю огонь до максимального и переворачиваю мясо, чтобы оно запечаталось и с другой стороны. Вот смотрите, как оно прекрасно зарумянилось. Сверху можно уже выложить сливочное масло. И уменьшаем огонь. Обжариваем еще 3 минуты. Тимьян обязательно должен быть сухой, чтобы у вас не было брызг, как только что были у меня. Что-то я не проследила этот момент. Можно поперчить. Теперь берем это ароматное масло и сверху вот так вот поливаем стейки. Перекладываем мясо на тарелку. Как видите, жарится оно действительно очень-очень быстро. Сверху выливаем наше ароматное масло, выкладываем чесночок, тимьян. Накрываем миску фольгой
И оставляем на 10 минут, чтобы мясо отдохнуло. Все соки за это время равномерно распределятся. Стейк отдохнул, все соки распределились по мясу. И теперь берем один кусочек, а потом и следующий. Перекладываем его на доску для подачи и будем аккуратненько нарезать. И это красота. А главное, что готовится это 10 минут активно и еще 10 минут подождать. Я скажу, что это прожарка medium rare, так как нам нравится. Если вы такое не любите, то держите чуть дольше или намного дольше, как кому больше нравится. Здесь на вкус и цвет все фломастеры разные. И вот так вот можно подать. Каждый может взять себе столько мяса, сколько захочет. Быстро, просто солим сверху, перчим и поливаем соком и маслом, которые остались от жарки мяса. Ну, боже, это красота. И остались последние штрихи. Нарезаем рулет. Посмотрите, какой он прикольный получился. Сколько рыбы. Каждый раз протирайте нож, чтобы срез был более чистым и аккуратным. Выкладываем на блюдо. Такая вот красота, надо только немного отцентровать. Салат я заправила майонезом, также его нужно подсолить по вкусу. И перекладываем на блюдо, на котором будем его подавать. Вот такой вот красивый стол получился, причем здесь есть и овощи, и много всего вкусненького. Поверьте, это готовится все очень-очень быстро, если не снимать это на видео. Я надеюсь, что вам, от всей души надеюсь, что вам что-то пригодится, что-то будет для вас полезным, и вы приготовите что-то для своей семьи. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.